Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами очень вкусный десерт в стаканчиках. Также он по-другому называется трайфл. Я его уже готовила, так что вы можете посмотреть в подсказочках другой рецепт, немножко с другими начинками. Сегодня у нас будет трайфл с малиной. Вы можете заменить малину любой другой ягодой, с вишней, с клубникой, это не важно. Так что обязательно ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Меня это очень мотивирует снимать для вас новые ролики. И давайте с вами начинать. Сейчас мы с вами включаем духовку разогреваться на 180 градусов, потому что бисквит у нас будет быстро сейчас готовиться. Начинаем готовить бисквит для нашего трайфла. Берем яйца, разбиваем в глубокую миску. И далее нам понадобится миксер, чтобы смешать все это с сахаром. Так, высыпаем сахар. И все это хорошо взбиваем до растворения сахара. Стараемся, по крайней мере. Посмотрите, какая у нас получилась почти что пена. Вот такая вот масса. Так, теперь больше нам это все не понадобится, блендер. Теперь мы будем вмешивать остальное руками. Для этого берем муку, всыпаем сюда какао и разрыхлитель. Все это перемешиваем лопаточкой. И далее также будем вмешивать муку и какао в яйца лопаткой. То есть не миксером. Так масса будет намного воздушнее, бисквит хорошо поднимется. Так, добавляем в яйца с сахаром. И теперь все аккуратненько, вот так вот снизу вверх движением перемешиваем. Итак, тесто готово. Вот такое оно получилось воздушное. И теперь берем форму для запекания. У меня вот такая прозрачная стеклянная, можно взять любую. И чем больше диаметр вы возьмете, тем, соответственно, будет по толщине бисквит меньше, и он быстрее будет выпекаться. Если вы возьмете какую-нибудь узенькую, то будет бисквит толстый, будет очень-очень долго выпекаться. Поэтому лучше брать что-то побольше диаметром. Так, выливаем туда бисквит. И теперь ставим наш будущий бисквит выпекаться в духовку. Насколько, я вам точно не скажу, потому что у всех разные духовки, и, соответственно, толщина бисквита у всех будет разная. Ну, примерно где-то на минут 30 точно. А потом проверяем обязательно шпажкой или зубочисткой. То есть, если зубочистка сухая, то значит бисквит готов. Пока наш бисквит с вами выпекается, мы начинаем делать ягодную начинку. Для этого берем сотейник, выкладываем туда замороженную ягоду, любую. Ну, у меня она уже разморозилась, но можно и не размораживать. То есть это не важно. Добавляем сюда сахар и также воду. Ставим это все на плиту, немножко увариваем, пока у нас закипит малина, и потом добавим крахмал. Так, я немножко малину хочу на кусочки порубить. Вот. Ну, ягоды не обязательно, в принципе, что-то с ними делать. Если вы любите с ягодами, с цельными, то вы так и оставляете ягоды. Если вам не нравится, когда ягоды попадаются, как любите, чтобы был такой джем, то значит делаете джем. Так, ждем, пока это все начнет закипать. Итак, начинка закипела. Теперь добавляем сюда наш крахмал. Берем венчик и уже венчиком начинаем все это мешать. Постоянно помешиваем.
немножко, где-то минутку должно все это прокипеть хорошо. И, соответственно, начинка у нас должна загустеть. Можно сделать потише, чтобы не стрелялось. Оно, когда остынет, оно будет немножко, более густая. Так, теперь переливаем нашу ягодную начинку в тарелочку. Пускай она там остывает. А мы ждем, пока бисквит у нас приготовится, и далее будем с вами уже собирать трайфл. Итак, бисквит хорошо уже остыл. Теперь мы с вами будем готовить крем для трайфла. Для этого нам понадобятся сливки, и мы их сейчас будем взбивать. Взбиваем сливки до такого пышного состояния. А сливки должны быть обязательно 33%, да, и холодные. Это самое главное. Итак, я крем взбила. Посмотрите, он стал намного плотнее. Пики даже немножко стоят. Но важно его тоже сильно не перевзбить. И теперь мы сюда добавляем творожный сыр с сахарной пудрой. И теперь все это мы взбиваем до однородности. Посмотрите, какой красивый крем получился. Плотный, нежный. Отставляем пока в сторону. А теперь будем собирать с вами трайфл. Для этого я возьму вот такие вот, у меня есть 3 стаканчика. Трайфл хорошо собирать в прозрачных стаканчиках, потому что будет красиво, здесь такие разные слои, будет их видно. Вот. Или же вы можете собирать в одной вот такой вот емкости, да, также прозрачной, глубокой. Также будет очень красиво и вкусно. Так, начинаем мы с того, что бисквит мы режем просто на такие части. То есть не обязательно на ровные, это в принципе не важно, потому что вообще мы его будем немножко разрывать потом руками. Теперь берем стаканчик или форму и начинаем собирать трайфл. На дно выкладываем ложечку крема. Теперь берем бисквит, разрываем его на кусочки и выкладываем также на дно. Теперь берем ягодную начинку, поливаем. Выкладываем крем. Опять бисквит. Утрамбовываем все хорошенечко. Опять ягодную начинку. И последний слой у нас крем. Крем намазали и пока оставляем. Вот такой он красивый получается через стекло. А сверху мы также еще будем делать с вами шоколадную глазурь, но чуть позже. Таким образом мы заполняем все стаканчики или форму. И сейчас мы с вами сделаем последний этап, сделаем с вами шоколадную глазурь. Для этого берем шоколад, можно темный, можно молочный, и сливочное масло. Вместо сливочного масла можно использовать сливки либо молоко. Я уже подогрела воду, вскипятила, и теперь у меня это будет как паровая баня. Ставлю сюда шоколад и растапливаем его полностью. Теперь к растопленному шоколаду добавляю масло. Все хорошо перемешиваю, и глазурь наша готова. А украсить трайфл можно либо орешками, либо какими-нибудь фруктами, по вашему желанию. Нам осталось совсем чуть-чуть. Поливаем трайфлы шоколадной глазурью, посыпаем сверху или орешками, или кладем туда красиво фруктики.
и получается очень-очень вкусно и красиво. Так, вот прям ложечкой берем и сверху поливаем. Вот такой вот десерт трайфл получился, очень красивый. Я его сейчас пробовать не буду, потому что ему нужно отстояться в холодильнике минимум где-то 4 часа. Лучше вообще оставить его там на ночь перед подачей. Так что обязательно потом готовьте, пробуйте его, пишите в комментариях, понравился ли вам данный рецепт. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал и всем пока!